Всем привет, вы на канале Суперкит. Сегодня хочу поговорить об очень бюджетном по цене смартфоне. Тем не менее, по крайней мере по некоторым параметрам, естественно кроме цены, он может привлечь к себе внимание. Но и цена, особенно сейчас, когда на данную модель акция и он стоит на 500 гривен дешевле обычного и составляет 3500 гривен, тоже не должна игнорироваться. Объективности ради можно и еще в 2 раза дешевле найти, но там параметры хуже моего предыдущего бюджетника, который покупался 7 лет назад. Собственно говоря, даже у этой модели есть более дешевые варианты с меньшими объемами памяти. Но разница в 500 гривен за гораздо меньшие объемы памяти не кажется разумной экономией. Эти сэкономленные 500 гривен отнимут 6 гигабайт оперативной памяти и 64 гигабайта ПЗУ. И в итоге останется 2 на 64 гигабайта памяти. Вдаваться в детальный разбор данного телефона не вижу смысла, так как задач в жизни много, приложений, которые выполняют задачи также, для ресурсных задач должны быть требования к железу, и там можно сразу понять, подойдет такой телефон вам или нет. Но все же решил сделать акценты на некоторых параметрах, которые заинтересовали меня. Во-первых, это сразу же объемы памяти. 8 гигабайт АЗУ и 128 гигабайт памяти для приложений и разных развлечений – это прямо очень немало. Во-вторых, это цена. На момент покупки телефон стоил 3500 гривен. В-третьих, это аккумулятор. Здесь он на 5000 мАч. С одной стороны, это уже вроде как стандартное значение для телефонов таких габаритов. Но с другой стороны, можете сами убедиться, есть куда более дорогие варианты с аккумулятором меньшей емкости. В общем-то, я хотел звонилку с емким аккумулятором, а тут вот посетила мысль, а почему не купить в качестве звонилки этот смарт. Заодно и аккумулятор куда более емкий, чем в звонилке, только попутно еще и кучу всего другого здесь есть. Кстати говоря, я и звонилку купил, но то ли я старый стал, то ли после того, как Samsung перестал делать классные звонилки, они куда-то делись. Ее просто невозможно найти нормальную. Если есть какой-то плюс, например, запись всех разговоров по умолчанию, как в купленном мною телефоне, то обязательно есть минус, который это перекрывает. Например, телефонная книга. Здесь зачем-то заложена память под 1500 контактов. Как будто это сегодня кому-то нужно, и у кого-то может быть столько людей, номера которых нужно записывать в телефонную книгу. Но при этом одна позиция телефонной книги рассчитана лишь на один номер телефона, с возможностью имени контактов лишь в 16 символов. Неужели нельзя было сделать 500 контактов, но в ячейке 3 номера и возможность написания имени в 50 символов? То же самое касается кнопок. Они удобные, но кнопки джойстика нельзя использовать так, как удобно, и выбирать им функцию. Вроде и качество передачи голоса в обе стороны отличное, но аккумулятор в 1500 мАч не держит даже неделю при 30 минутах разговора за этот период. И так во всем. Короче, эта звонилка от Nokia не стоит 1500 гривен, которые за нее хотят в магазинах. А то, что еще дешевле, и рассматривать не хочется, так как там еще больше минусов и еще меньше плюсов. Возвращаемся к смартфону. В-четвертых, у смартфона E13 есть разъем под 3,5 мм мини-джек. Сколько бы фанаты беспроводных технологий не били в грудь себя, Bluetooth это еще очень проблемное место. И даже если у вас нифига не дешевые наушники, все равно будут проблемы. Это и время работы, это и отставание звука при просмотре видео, это и зачем-то прилепленная сюда сенсорная кнопка, которая не позволяет толком взять наушник в руку, чтобы вставить его в ухо. В некоторых плеерах для проигрывания видео мои наушники такое ощущение, что отстают на 2 секунды от картинки. Можно в некоторых плеерах это подровнять, но делать это каждый раз не хочется. А если есть разъем 3,5 мм, то если он кому-то и не нужен, его всегда можно просто не использовать. Поэтому как минимум мешать он точно не будет. Если кто-то думает про попадание пыли, то мне кажется, лучше бы производители подумали про красивую плотную заглушку. Кроме емкости в 5000 мАч, меня интересовало, есть ли в комплекте зарядка и какая, так как сейчас в моде не комплектовать зарядным устройством телефоны. Зарядка есть, она обычная, ее параметры 5 вольт и 2 ампера. Несмотря на отсутствие поддержки быстрой зарядки, я все же надеялся хотя бы на то, что сам телефон поддерживает быструю зарядку. Но, увы, телефон таковую не поддерживает. Поэтому заряжаться он будет по опыту использования уже имеющегося смартфона 3 часа. Еще одним плюсом я считаю слот для сим-карт.
В данном телефоне он имеет 3 слота, 2 под сим-карту и 1 слот под карту памяти. Пока что меня емкость 128 гигабайт, как для неосновного смартфона, вполне устраивает. Но это как случай с разъемом 3,5 мм. Не пользоваться данной опцией всегда успею. А вот если понадобится, то уже ничего изменить нельзя будет. Про схему установки в одно посадочное место и карты памяти, и сим-карты знаю, но это ненормальный вариант. К тому же я понимаю, что рано или поздно придет время расставаться с телефоном, а продавая любые устройства, важны все нюансы, так как они будут влиять на цену. Совершенно точно, что слот под карту памяти какую-то сумму позволит вернуть обратно при дальнейшей продаже. Версия Android здесь 13-я, поэтому для многих приложений данный аппарат будет актуален еще долго. Много из приложений уже предустановлены, среди них есть и приложения для захвата экрана. Камеры в E13 очень простые, тут уровень моего прошлого телефона Redmi 3. 5 мегапикселей селфи-камера и 13 мегапикселей основная камера. Никакой стабилизации при снятии видео, конечно же, нет. Однако есть ощущение, что картинка дрожит меньше, чем в Redmi 3, который я вспоминал. При хорошем дневном освещении основная камера нормально снимает. Меня такой уровень картинки вполне устраивает. Если честно, меня качество фоток и на Redmi 3 вполне устраивало. Не против получить и более лучший вариант по качеству, но сказать, что тут совсем все плохо, я тоже не могу. Селфи-камера хоть явно и уступает основной, но и использовалась она считанные разы в моей жизни. Еще одна позиция, похожая на камеру, это фонарик. Микрофон в данном смартфоне один, он в привычном месте. Никакого другого микрофона нет, который здесь бы записывал шумы, которые бы потом вычленял из того, что записывал бы основной микрофон. Естественно, поэтому же в случае использования телефона как диктофона его не выйдет использовать для записи голоса в стерео. Тем не менее, при разговоре вас будет слышно идеально. Также один здесь и динамик. Точнее, как один для мультимедиа, и есть второй для разговора через телефон. Однако о таком уровне качества, как про микрофон, нельзя сказать про разговорный динамик. Абсолютный дегенерат придумал максимально тонкую щель, ее не видно даже, я реально не мог понять, где разговорный динамик. Никакого плюса в этом нет, только минусы. Динамик тихий. Например, для сравнения упомянутая мною звонилка на максимальной громкости громче раза в 2 или даже в 3. Как раз с одного на другой телефон я и позвонил. На Nokia я слышу отлично разговор в смартфон. На Motorola очень плохо слышно при разговоре в Nokia, но не из-за микрофона Nokia, а из-за дебильного решения с этим динамиком. Более-менее нормально услышать можно только если щель идеально ровно окажется напротив ушного отверстия. Чуть выше или чуть ниже и все. Хуже слышно в несколько раз. В квартире в тишине это некомфортно, на улице в шуме даже сложно представить, можно ли будет вообще что-то услышать. Экран в данном телефоне IPS 6,5 дюймов, 60 Гц. Разрешение 1600 на 720 пикселей. Bluetooth 5.0, Wi-Fi 2.4 и 5 ГГц. Поддержка сетей 2, 3 и 4 поколения. Как оказалось, здесь есть очень удобный способ включения и выключения фонарика. Нужно пару раз встряхнуть телефон. Если фонарик нужно срочно и ненадолго, это действительно гениальная идея. Потому что каждый раз активировать экран, спускать шторку, включать, а потом все то же самое, чтобы выключить, порой занимало времени больше, чем нужно было пользоваться фонариком. Также, помимо того, на что в итоге пал выбор, был на рассмотрении смартфон ZTE Blade V50. С одной стороны, дороже на 1200 гривен, с другой стороны, он на эти деньги и лучше. При одинаковом процессоре он имеет лишь 6 ГБ АЗУ, те же 128 ГБ ПЗУ, а также совмещенный лоток под сим-карты, то есть либо 2 сим, либо 1 сим плюс карта памяти. Это те параметры, которые хуже у альтернативного варианта в виде Motorola. Не считая цены, конечно же. Все остальное в нем лучше. Камера, он продается уже с наклеенной защитной пленкой на экране, который, к слову, также лучше, имея 90 Гц. Его аккумулятор 6000 мАч, а комплектуется быстрой зарядкой 22 Вт. Соответственно, поддерживая технологию быстрого заряда. То есть фактически при том же железе проц и память за дополнительную плату лучше будут именно сторонние детали: камера, аккумулятор, зарядка, наличие защитной пленки на экране. Жалеть или нет, что купил более дешевый вариант, до сих пор не решил.
Потому что если так рассуждать, что типа чуточку дороже, но лучше, то зачем тогда останавливаться на этом варианте? Там еще на пару тысяч дороже и уже еще более лучший вариант. Так можно докидывать до бесконечности. Хотя нет, более дорогие, но без элементарного 3,5 мм вряд ли захочу покупать. Очень много раз нужно было воспользоваться проводными наушниками. Даже не представляю, если такой возможности не будет. Мне пришлось докупить стекло и чехол. Стекло уже приехало, оно комплектовалось также двумя круглыми маленькими стеклышками. Одно на камеру, второе на фонарик, видимо для симметрии. Однако на фонарик я клеить его не стал, нечего там защищать. Стекло клеится просто, главный враг при поклейке стекла – это пыль. Пока вытираешь экран, он чистый, 5 секунд и все, обязательно несколько пылинок на экране. Пришлось долго изощряться, но я таки приклеил, вроде даже нормально. В следующий раз хоть вытяжку покупай для этой процедуры. И стекло и чехол, в отличие от телефона, купил на AliExpress. Если стекло еще можно у нас найти без проблем, по крайней мере без той части, которая клеится на защиту камеры, то чехол, который я хотел бы, выбрать трудно. У нас чехлов намного меньше в продаже, в большинстве случаев это просто бампер. Телефон имеет непривычное меню после моего Poco X3 Pro, но я разберусь, возможно, если захочу это делать. Судоку и Uno потянет, а больше из игр мне и не нужно. При этом иногда может и подменить основной смарт, который на зарядке, а что-то же нужно с собой взять в туалет. С точки зрения разговора, как и сказал, динамик за такой узкой прорезью придумал разместить дебил. Все больше убеждаюсь в том, что чем дальше, тем больше смартфоны изобретаются не для разговора. А какой у вас на это взгляд? Ссылки на полезности в описании, оценивайте видео, подписывайтесь на канал, обязательно будут еще видео о разных девайсах, если есть вопросы, можете задавать их в комментариях, постараюсь ответить на них. Всем спасибо и до новых встреч!